Эти изменения в Моко точно вернут всех в игру. Сегодня мы кратко разберем все ключевые изменения, которые ждут нас в Моко 2.0. И первое, что бросается в глаза, это полностью новая квартира. Ее реально переделали с нуля, теперь это не просто комната, а полноценный социальный центр, где могут появляться другие игроки, где можно взаимодействовать, смотреть на их скины и просто чувствовать живое пространство вокруг. Слева добавили футбольное поле, и это не просто декор, в него реально можно играть прямо внутри зоны, как мини-игру. А внизу расположили обновленную тест-зону, где можно проверить урон вашего оружия и понять, как оно работает перед тем, как идти в реальные бои. Это сильно экономит время и делает прогрессию понятнее. Следующее крупное нововведение — это Мокопедия, или проще говоря, энциклопедия монстров. Теперь можно зайти и увидеть абсолютно всех существ, которых вы нашли и побеждали. Что это за монстр, где он обитает и самое главное, сколько раз вы его убили. За это еще дают жетоны мерча, так что теперь прогресс в убийствах монстров будет полезнее. Теперь поговорим про классовые жетоны. Это полноценная новая валюта прогрессии, вокруг которой теперь строится весь рост игрока. Чтобы разблокировать один класс, нужно 1000 жетонов, но игра не заставляет фармить их бесконечно, наоборот, на первых уровнях вам дают их очень много. Вы будете получать жетоны буквально за все: за уровень игрока, за ежедневные задания, за события, за сундуки и за участие в активностях. Поэтому первые 3-4 класса можно получить почти моментально, что позволит каждому игроку попробовать разные стили игры. В наградах уровня игрока теперь тоже много нового: скины, эмоции, дополнительные токены, трекеры, мерч-жетоны и другие полезные вещи. И что важно, цвет значка игрока теперь зависит именно от уровня игрока, а не от уровня коллекционера. То есть теперь он показывает реально ваш прогресс, насколько вы долго играете в игру. Теперь перейдем к основному геймплею, который разработчики тоже полностью переработали. Теперь в игре одновременно доступно 3 мира, 2 разлома и 1 PvP режим. Каждые 4 часа один из этих элементов обновляется. Это значит, что в игре постоянно будут появляться новые монстры, новые карты и обновленные награды. Игра больше не статична, она живет, и каждый заход ощущается свежим. Разломы теперь тоже работают иначе. Всегда доступны 2 разлома, и каждый разлом состоит из 3 режимов с разной структурой и разной сложностью. В первом режиме все довольно просто. Его можно пройти даже с ботами или новичками. Второй режим уже требует внимания, потому что враги становятся сильнее, а механики сложнее. А третий режим — это настоящий хардкор. Здесь нужна команда, которая играет слаженно, общается и понимает, что она делает. И для тех, кому мало испытаний, теперь появляются разломы на 10 игроков, огромные группы врагов, большие карты и настоящий хаос. PvP тоже расширили. Появятся режимы 1 на 1 и 2 на 2, где нет монстров, а только игроки. Это чистая проверка скилла, где вы сможете проявить свой класс, реакцию и умение драться против реальных игроков. Ну и самое интересное — новые классы. Все игроки начинают со стартового класса Быстрый лук, который знакомит с основами новой системы. Каждые 2 недели будет выходить новый класс, и таким образом игра постоянно будет давать новый контент. Классы — это теперь основа Моко 2.0, и именно они будут определять, как вы играете, насколько удобно вам сражаться и какие комбинации вам больше всего подходят. Думаю, классы выглядят намного интереснее прошлой системы сборок. Так что посмотрим, какие новые классы будут появляться в будущем. Ну а на этом пока все. В следующих видео мы детально рассмотрим все, что нам показали, чтобы не растягивать видео на 40 минут. Посмотрим каждый класс и что он умеет. Думаю, будет очень интересно. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а с вами был Покадиш. Всем пока!